Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. К нам тут заглянула на огонек еще одна новинка от Kuga. Потенциальная, так сказать. Этот самокат пока еще не поступил в серийное производство, и уж тем более в продажу. Мы, чисто из любопытства, выпросили потестировать опытный образец. Встречайте! Kuga G1 Pro. Хотя это название, как и весь самокат, пока, так скажем, черновая версия. Возможно, какие-то детали в нем доработают или изменят, так что не судите строго. Но, как по мне, название G1 Pro вполне подходящее. Kuga в этом сезоне определенно не хватает ярких новинок, и особенно в сегменте мощных полноприводных самокатов. GX сняли с продаж еще в прошлом году, G-Booster тоже больше не производят. Конечно, обещают сделать ему замену, но пока что КГБ для Kuga – это невосполнимая потеря. Новый Kuga Kirin GX вроде бы неплохо зашел и стал продаваться, но его отозвали из-за конструктивных недоработок. И вот мощных тяжеловесов у Kuga совсем не осталось. Правда, и G1 Pro появится в продаже, скорее всего, не раньше осени. Лично я всегда считала G1 лучшей моделью у Kuga. Его подвеска самая комфортная из всех, что мне довелось повидать. Да и управляется он просто божественно. Поэтому лично для меня совершенно неудивительно, что Kuga стали вести разработки на базе именно этой модели. Да и выглядит он круто, современно и в то же время как-то утонченно, что ли. Ну, а что же у него с техническими характеристиками? У него два мощных мотора, по 1600 Вт каждый, то есть общая мощность 3200 Вт. Да, конечно, опытных самокатчиков такой мощности уже не удивишь, это далеко не рекорд. Но тем не менее, и это совсем немало. Аккумулятор с напряжением 60 вольт имеет емкость 24 ампер-часа. Казалось бы, не так много, но не всегда сухие цифры четко отображают действительность. Важнее будет, сколько он в итоге сможет проехать на одном заряде в реальных условиях. И мы это, конечно же, обязательно проверим, как и максимальную скорость. Колеса диаметром 11 дюймов с широкими надувными бескамерными покрышками, с грубым внедорожным протектором. Такие же ставят на Kuga M5. Его клиренсу позавидуют некоторые внедорожные автомобили. Расстояние от пола до подножки составляет 17,5 см. Подвеска, как я уже говорила, имеет конструкцию, схожую с G1. Маятниковая подвеска с моноамортизатором. Термин, который, по слухам, впервые стала использовать компания Yamaha. Такая конструкция отличается мягкостью и энергоемкостью. Но пружины здесь стоят повнушительнее, чем на G1, поэтому подвеска кажется более упругой, во всяком случае для моего веса. Тормозная система состоит из двух дисковых тормозов с гидравлическим приводом, что и неудивительно для такого мощного самоката. Тормозные ручки, слава богу, стоят по-человечески, как и на всех остальных самокатах. Задний тормоз с левой стороны, передний с правой. Нажимаются они очень легко. Также на самокате присутствует рекуперация. Механизм складывания рулевой стойки у G1 Pro, конечно же, есть. Правда, и в сложенном состоянии он все равно кажется огромным. Сложно сказать, насколько он будет надежен и прочен. Это будет видно только после длительной эксплуатации. А нам самокат одолжили всего на пару дней. Но на данный момент люфта в рулевой стойке не наблюдается. Схожая конструкция с хомутом используется и на G1, и на X8, и считается довольно удачной. Ну и совершенно точно могу сказать, что механизм прост и удобен в использовании. Нужно всего лишь отогнуть зажимы, поднять хомут вверх и опустить рулевую стойку. Для фиксации в сложенном положении нужно зацепить крючок на деке за специальное кольцо на стойке руля. Весит он где-то 40-45 кг, но благодаря тонкой рулевой стойке и фиксации в сложенном положении поднимать его достаточно удобно. Можно использовать его вместо штанги для тренировок на свежем воздухе.
Габариты у него хоть и не маленькие, но все же он помещается в стандартный пассажирский лифт. Его длина составляет 135 сантиметров. Общая высота в разложенном состоянии 130 сантиметров. Высота рукояток руля от поверхности деки 100. Закатывать самокат в лифт не очень удобно из-за того, что ручки руля не складываются, и при этом имеют ширину 66 сантиметров. Дека тоже имеет внушительные размеры и покрыта резиновым покрытием, а не наждачкой. Ее ширина 26 сантиметров. Длина рабочей поверхности 55. Но в задней части под ногой постоянно мешает крючок, за который цепляется рулевая стойка. Над крылом также есть упор для ноги. Не могу сказать, что он неудобный, но до G1, который своей формой почти идеально подходит под подъем стопы, ему далеко. В передней части деки установлены диодные габаритные огни белого цвета. Назвать это фарами при всем желании язык не повернется. Они худо-бедно освещают только маленький кусочек дороги перед самим самокатом. Сзади красные габаритные огни совмещены со стоп-сигналом и встроены в упор для ноги. В задней части батарейного отсека располагаются поворотники, которые помогут вам обезопасить свое передвижение по проезжей части. По бокам батарейного отсека устроились серебристые молнии, которые являются не только стильным дизайнерским решением, но также выполняют функцию подсветки приятным голубым светом. Вместо бортового компьютера у G1 Pro целый планшет. Огромный черно-белый дисплей отображает скорость, заряд батареи, показывает, если у вас включено освещение или вы забыли выключить поворотник. Но вольтаж батареи на экране не отображается, и отдельного вольтметра нет, что не очень-то удобно. Дисплей хорошо читается даже на ярком солнце, но угол его наклона не регулируется. Очень удобно, что самокат включается сразу после поворота ключа, и не нужно дополнительно ничего нажимать и удерживать на бортовом компьютере кнопки. Подошел, ключ повернул и уехал. Скорость регулируется курком под большой палец. С правой стороны руля находится переключатель скоростей. Удобно, что вы всегда видите, какая скорость выбрана, и с выключением самоката настройка не сбрасывается. Кнопка Single Dual отключает передний привод. Слева находится кнопка, включающая основное освещение, кнопка с поворотниками и кнопка звукового сигнала. Правда, звук от него больше напоминает детскую игрушку, а не мощный электросамокат. Но все эти кнопочки, переключатели – это же уже такие мелочи, правда? Гораздо интереснее, как он поведет себя на дороге. Поехали, узнаем! Я, признаться честно, не очень-то хотела кататься на G1 Pro. Такие мощные самокаты все-таки не для меня. Их габариты и подвеска рассчитаны на более тяжелых райдеров, а я ощущаю себя на нем примерно как блоха на мамонте. Но наш оператор красноречиво описал этот самокат как нормальный такой. Да, такой же, как все. Поэтому я решила, что вам такой обзор не очень понравится, и мне пришлось вмешаться. Самокат на первый взгляд действительно немного напоминал G1. Но если G1 для меня абсолютно комфортный, по скорости, по мощности и в плане управления, то тут все же чувствовалось, что самокат для меня не самый подходящий. Как будто G1 Pro предназначен для крупных, суровых, настоящих мужиков. А G1 – так, облегченная версия для худеньких. И поэтому я и наш оператор очень сильно разошлись во мнении об этом самокате. Мне на нем не то что полный привод, даже третью скорость-то включить было страшно. Он пробуксовывал, вставал на дыбы и рвался с места. Ускоряется он, конечно, с такой скоростью, что моргнуть не успеваешь. Но плавности старта явно не хватает. И это отметил и наш оператор. Мне показалось, что управляется он немного тяжеловато, а если сравнивать с G1, то и вообще ничего общего. Во-первых, тут более широкие и плоские покрышки, которые делают его более устойчивым и не дают так легко наклонять самокат и входить в повороты. Во-вторых, другая форма руля, которая для меня кажется менее удобной, хотя может он просто слегка для меня великоват, как и весь самокат в целом. К тому же, я вот хоть убейте не могу плавно управлять самокатом с курком под большой палец. Я думала, это у меня только с G2 Pro такая проблема, но нет, почти на всех самокатах. Я истинный фанат курка под указательный палец, как на М4, М5 и прочих. И совершенно не могу понять тех, у кого с ним затекает палец или еще какие-то проблемы. На G1 Pro почти невозможно ехать медленно и плавно, слегка нажимая на курок. Он начинает подергиваться. На нем можно только нестись, давя на газ по полной.
а нестись он вам позволяет с огромной скоростью. Наш оператор весом около 100 кг разогнался на заднем приводе до 58 км в час по GPS. Возможно, он смог бы поехать и быстрее. Нам говорили, что разгоняли этот самокат до 69 км в час. Но у нас переднее колесо на скорости 55-58 км начинало болтать из стороны в сторону, и скорость приходилось сбрасывать из соображений безопасности. Мы пробовали несколько раз, только на заднем и на полном приводе, но ситуация повторялась из раза в раз. К тому же, довольно сильная вибрация передается всему самокату из-за грубого протектора покрышек. И это очень хорошо чувствуется. Для городских условий я бы явно ставила другую резину. Но и ездить по городу в Москве на такой махине довольно затруднительно. На тротуарах не протолкнешься. Резина, подвеска, клиренс – все в этом самокате просто кричит: «Увезите меня в лес! Я создан для экстрима и удовольствия, а не для того, чтобы возить вас в офис на работу». И вне густонаселенного города возможности G1 Pro раскрываются с новой стороны. Да, вы не разгонитесь по лесу до 60 км в час, но в целях самосохранения я бы и на асфальте не рекомендовала так ездить. Зато его мощность позволяет вам ехать почти в любой уклон, на который у вас хватит смелости. G1 Pro совершенно не боится крутых подъемов, и там, куда G-Booster с нашим оператором мог въехать только с разгона на полном приводе, он с легкостью въехал даже на одном моторе. В городских условиях, во всяком случае в Москве, нереально найти горку, в которую этот самокат не въехал бы. Большие колеса и высокий клиренс позволяют практически не бояться неровностей дороги. Не страшна колея, корни, кочки. С такой толстой бескамерной резиной не страшно проколоть колесо каким-нибудь случайным сучком. Амортизаторы на G1 Pro, конечно, не такие мягкие и длинноходные, как на G1. Подвеска тут более упругая, но лучше справляется с излишним качанием на неровностях. На нем нет ощущения, что ты едешь, прыгая как на батуте. Хотя, вероятно, у меня недостаточно веса, чтобы она прожималась и работала в полной мере. При этом подвеска все же достаточно мягкая, чтобы хорошо сглаживать неровности на асфальте и легко проезжать бордюры. Самокат передали нам отнюдь не в новом состоянии. Его явно уже помотало, и местами он выглядит слегка потертым. Ну и помня историю с GX от Kirin, мы сразу же попросили в магазине отрегулировать нам тормоза. Обычно мы так не делаем и справляемся минимальной настройкой собственными силами, чтобы это было максимально приближено к условиям обычного пользователя. Но с гидравлическими тормозами это достаточно сложно. Так что к самим тормозам у меня претензий не было. Рукоятки нажимались легко, тормозить самокат начинал без рывков, плавно. Но вот какая-то беда была с рекуперацией. Как будто подтупливал контроллер. И когда ты уже отпустил ручку тормоза, самокат продолжал тормозить мотором еще секунду-две и не реагировал при этом на газ. В итоге, вместо легкого притормаживания получалось чуть ли не полностью остановиться. Но ведь образец-то пока не серийный, надеюсь, что это исправят. Наш оператор, катаясь на нем в свое удовольствие и не пытаясь куда-то гнать, смог наездить на нем чуть меньше 57 километров на одном заряде. С его весом это вполне неплохой результат. Если вес райдера будет меньше, то и проехать самокат сможет больше. Хотя, конечно, все зависит от стиля езды. Но вот что не очень хорошо, что села батарея опять очень внезапно. Вроде бы он показывал еще 2 деления, и тут раз, и перестал ехать. Мы даже подумали, что он сломался. Выключили его, включили, он проехал еще 30 метров и опять отключился. Возможно, стояло ограничение по вольтажу, но вольтаж-то на дисплее не отображается, да и кнопок никаких для настройки нет. Но в целом мы сошлись на том, что самокат вполне достойный, особенно если цена его будет в районе 100 тысяч рублей. И что самое главное, что он более чем подходит тяжелым райдерам. И с большой нагрузкой он только больше раскрывается с лучших сторон. У людей с большим весом и габаритами обычно не такой уж и большой выбор среди моделей самокатов. И большинство из них под нагрузкой едет меньше и медленней. А с этим самокатом вы это вряд ли почувствуете. Его мощности с лихвой хватает, чтобы ехать динамично с любой нагрузкой и в любой ситуации. С ним вы не будете переживать, что не заедете в горку. Вас не будет волновать плохая дорога, кочки или бордюры. Это тот самокат, которого Kuga явно не хватало. Надеюсь, что они доработают некоторые мелочи и побыстрее выпустят его в продажу. Жду с нетерпением. А вы?
Пишите свое мнение в комментариях. Вот там, под роликом внизу, обязательно нажмите на палец вверх. И подписывайтесь, чтобы быть в курсе новинок. С вами, как всегда, была Лена и магазин Куга Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!